Всем привет! Сегодня решил сделать маленький видеообзор по машинкам для самокруток. Табак я буду брать вот такой вот Макбарен Хазвар Ишак. В моих видеообзорах вы видели, что это за табак. Начнем с машинок. Есть в основном три вида машинок. Вот такие вот для стандартных 8-миллиметровых в диаметре. Вот такие вот слимы, супер слимы. Ну и, естественно, для забивания гильз. Вот такие. Правда, есть еще электрические для набивки, но я себе такую не приобретал. Начнем с этой. Металлическая. Два ролика. Но это по длине имеет длину 8. Как я уже говорил, вот такая вот металлическая. В длину, по-моему, или 8, или 9 сантиметров. Вот сигареты она крутит в диаметре 8, это также самое 9 миллиметров. Длина, прошу прощения, 9 сантиметров. По-моему, 9 или 8 сантиметров. Вот. Но принцип работы, у меня бумаги нету такой по длине, то принцип работы я вам покажу вот на вот этой. Вот. Это идет типа такого с комбайна. Он имеет способность скручивать сигареты как слим, также и супер слим. Слим имеет в диаметре 6 миллиметров. Супер слим имеет в диаметре 4 миллиметра. Принцип работы у него скручивание. Вот. Покажу вам на примере табака Макбарен. Берем щепотку табака. Как обычно, распушиваем, чтобы посмотреть, какая же у нас порция табака нужна для забивания. Берем машинку, раскрываем. Пример будет на слиме. Супер слим. Вот здесь вот рычажок, поворачиваете, и у вас уже получится супер слим. Я же покажу на примере слимки. Берем табак и забиваем. Вот трамбовали немножко и закрываем. Далее, самая важная вещь. Дальше. До момента появления вот этой машинки у меня была вот эта. И здесь я тянул только с одной стороны ролики. То есть здесь, также и написано в инструкции к машинке, тянуть надо с двух сторон. То есть вот здесь вы тянете на себя вот этими пальцами. Вот. А вот этими помогаете. То есть получается у вас вот такие вот движения. Этими сюда, этими сюда. Вот. И так вот закручиваем. Прокручиваем пару раз. Все. У нас табак утрамбованный. Вот видите, у нас должна получиться вот такая вот сигарета в диаметре. Берем бумагу. Бумага для слимок тоже есть. Вот такая вот. Слим в количестве 66 штук. Это стандартная плотная бумага. Она меньше. Сейчас покажу вам стандартную бумагу. Вот. Она уже. Всего лишь навсего. Вот. Можно увидеть, что она уже. Но мне вот это вот не нравится. Я беру вот эту бумагу, заворачиваю вот так. Вот. Завернули. И теперь вставляем. Вставили. И опять же этими движениями. Этими пальцами мы вниз. Этими пальцами мы подталкиваем. И делаем скручивание. Вот. Теперь слюнем или же водой смачиваем, или кому как угодно.
включили и заворачиваем. Опять же таки. Вот. Не надо делать 10 там, или 20 движений. Опять хватает только одного, что мы вот увидели, как завернулась, сложилась бумага. Все. Нам этого хватает. И у вас получается вот такая вот ровная, набитая, аккуратненькая сигаретка. Маленькая, шикарная, но, скажу сразу, она набита плотно. Поэтому лучше сделать вот так. Набита плотно. Если будет плотно набиться, она будет очень плохо тянуться. У вас процесс курения превратится в процесс втягивания, раскуривания. И это будет очень плохо. Удовольствия вы от курения никакого не получится. Лишний табак я, как всегда, обрываю, ложу назад в табакерку, в кисет. Вот. Обрываем. И у вас получается великолепная маленькая слимовская сигарета. Запомните. Положили, прокрутили обязательно. Если вы будете тянуть только на одну сторону, у вас будет стягиваться сигарета. Вот. Вы будете вот тянуть. Вот это вот, не знаю даже как сказать эту хрень. Она у вас будет стягиваться, у вас сигарета превратится в очень-очень тонкую и в туго-туго забитую. Вы не сможете ее раскурить. Поэтому, как написано в инструкции, нужно двумя пальцами вот такие вот движения делать. Вот. И тогда у вас получится вот такая вот хорошая, классная сигаретка. Вот. Это был пример вот на такой машинке. Теперь же посмотрим пример на забивание гильз. Я приобрел себе самую дешевую машинку, потому как я считаю, что люди там пишут, вот там такая там за 200 гривен, там 150, классная, супер, долго ходит, все. На мой взгляд, это чушь. Принцип ее работы одинаковый, что здесь, что там. Забивание гильзы. Забили, протянули, заделали, все. Гильзы мне нравятся. Moscow Classic. Вот такая вот коробочка. Вот. Классические, 250 штук. Вот. На принципе их я вам покажу. Опять же таки, берем табак. Выбираем опять же таки нужную порцию, которая вам нужна. Потому как если засунете, опять же таки, если засунете много табака, у вас сигарета попросту не набьется. Взяли пучок табака, разложили, положили. Полностью туго забить, утрамбовать сигарету у вас не получится. Тот, кто будет говорить, что я набиваю плотно туго, все это чушь. На моем опыте, сколько я не пробовал, все это не удается. Немножко примяли машинкой. Вот, видите? Примялась. Теперь вставляем гильзу, закрываем и тянем. Низ придерживаем, заверх тянем. Потянули, вернулись обратно. Все. Вот, как видим, табака нет. Табак забит в сигарете. Сигарету снимаем, и у нас такой вот получается пучок торчит. Я обычно делаю вот так. Но это движение, это уже все знают. Вот. Подбили, забили. Мы сигарету трамбовали. Сигарета получается не сильно утрамбованная. Вот, как можно увидеть на видео. Она мягкая, мягковатая. Вот. И у нас кончик здесь тоже туго не забивается. Я обычно делаю еще вот так вот. Вот. Я свернул. Даже если сигарета немножко подсохнет, ее можно опять-таки утрамбовать, и у вас эта часть еще опустеет. Но если положить ее в портсигар, то табак у вас не будет высыпаться. Эстетический вид, можно так сказать, интересный.
Но мне плевать на все остальные мнения, то, что думают. Главное, что мне удобно, хорошо и приятно. Вот. Таким вот макаром мы забиваем сигареты вот такой вот машинкой. Самое простейшее. Но, скажу сразу, если забивать гильзы, здесь расход табака идет больше, нежели вы будете крутить вот таким вот макаром. А дальше каждый выбирайте сами себе, что вам нравится. Или же набивать вот этим, или же набивать вот этим, или же набивать вот этим. Но если опять же таки вот этим, будет расход табака больше, так как сигарета по объему в диаметре становится больше, нежели вот это. Мне больше понравилась вот эта вещь. На этом все. Буду заканчивать. Курите только качественное, хорошее. На этом все. Всем спасибо, всем пока.